wanna be loved by you, just you. Это я стрижки пою. Какая стрижка всех моднее, всех красивей и сложнее? Я открою вам секрет. Пикси точно, спору нет. С Пикси минус лет 10 на изи. И ты уже в средиземном круизе. Привет, друзья, с вами Ева Лорман, и в этом видеоролике я вам покажу свою любимую стрижку Пикси. Эта стрижка шикарнейшим образом делает анти-эйдж, антивозрастная стрижка. Я ее очень люблю, ее очень любят клиенты. В технике Big Step я сначала создаю лекало стрижки, а затем уже делаю саму стрижку. Все стрижки делаются очень быстро, просто, и я хочу поделиться с вами этим роликом, чтобы вы в этом убедились. На стрижку мы потратили 30 минут, не больше. Приятного просмотра! Там модели еще сидят. Это на стрижку и на окрашивание тоже. Ева Владимировна, а бровей что, у вас уже нету? Да, все есть, но все записано больше, чем на 2 недели. Вы не краситесь? Это вы хотите отрастить свои волосы, да? Я немножко оттеночным выдерживаю после мытья. Вчера я помыла. И оттеночный такой бальзамчик, ну, сейчас их много создается. Я так на 30 минут. И, да, передам, но я обрезала окрашенные волосы полностью. Да. Ну, у вас красивая седина, вы, наверное, к ней стремитесь, да? Сейчас оставлю так. Да. Так, у нас пробор будет вот здесь, да? Вот как у нас сейчас он есть, на этой стороне. Так, ну смотрите, я с вами разговариваю, то, что мы там снимаем, не обращайте на это внимания, не стесняйтесь говорить. Да, не стесняйтесь говорить то, что вы хотите. Ничего, я не тревожусь, да, думаю, что ничего. Смотрите, значит, что нам надо с вами определить в первую очередь, да? Пикси, она стрижется в разных вообще вариациях, но смысл у него такой. Во-первых, это асимметрия на челке, вот сюда. То есть вот эта челка должна быть длинная. Вот так. То есть я предлагаю вам ее, ну, где-то на вот этом уровне подстричь. Значит, вот челка наша, да, для Пикси очень хороший вариант. Примерно вот так это будет идти, вот так. И вот здесь будет ухо у нас открытое, или можем, я могу вам его вот так вот прикрыть. Честно сказать, у вас просто лицо худое, хорошее худое лицо, но уши большие. Поэтому, да, теоретически желательно вот так его прикрыть. Шапочка у нас начнется вот здесь. Ну вот, смотрите, просто действительно, ну, это не недостатки, ничего, просто чтобы вы понимали, что некоторые вещи можно скрывать. Вот, то есть ухо достаточно объемное, и чтобы его не было видно, так вот, как ухо, да, вот таким образом мы можем вот так вот шапочку вот эту вот уйти. И с этой стороны точно так же. Смотрите, вот сюда поворачиваетесь, вот с этой стороны. Тоже ухо вот так закрыто будет, и шапочка вот сюда идет, да? Вот сюда, вот здесь я, конечно, вам будет в глаза лезть, из-за того, что тут немножко вот в этой части Пикси не будет, а будет более классический вариант. Мы вот здесь вот по надбровью уйдем вот сюда в удлинение, и вот здесь вот тоже закроем ухо. Да? То есть как-то таким образом будет, да? Ну все, разворачивайтесь полностью на затылок. Да. А мы все стрижем как женскую классическую. Нет, клиент не говорит красиво. Вы же не говорите? Нет. Да. Ой, здравствуйте. Ну подождите, пожалуйста, хорошо? Опять звонит, и музыка в телефоне. Моделей вообще море. В очереди уже у нас стоит человек 15, наверное. Так, затылок. У нас затылок хороший. Хорошая шея, тоненькая шея, все хорошо. Поэтому мы прям вот таким образом делаем. Отстригаем вот здесь контрольную прядь. Продавать что-то до второго. Сейчас я знаю, что вообще. Ну что, вы тут можешь шампунь?
А, смотрите на меня, как будто мне... Не, на свою. Так, сделали. Дальше нам надо повернуться боком. Даже нет, не этим. Вот. Сделать на макушке контрольную зону. Потом делаем контрольную зону здесь, височно-боковую зону. Вот здесь, да, примерно на полуха. Вот эта длина, которую мы сделали сейчас с левой стороны, она делается по пожеланию клиента. То есть это не мое было желание, а желание клиента. Эту длину можно оставить и больше, но клиент хотел наш сделать короче. Так, что мы сделали? Смотрите, мы определили с клиентом уже 3 длины. Первая длина, длина на макушке. Теперь смотрите, к этой макушке мы подстригли уже зону виска. Видно? Вот она идет. Вот она. Да. Успеете. Можете не спешить даже. Можете не спешить. Даже минут 20-30 точно. Понятно, что мы сделали? То есть вот эта линия, она должна потом вот сюда перейти. Вот в эту макушку. Эти длины определяются с клиентом обязательно. Вот мы сейчас вот так даже делаем. У нас есть макушка, уже вот она, да? Вот она. И мы ее должны вот здесь вот продолжить себе. Вот в этом месте. Здесь. Вот. Вот. И к ней уже подвести вот эту линию вот таким образом. То есть вот теоретически даже вот так вот я должна подстричь, потому что у нас у клиента достаточно большие уши. И их надо прикрыть. Желательно. Раз. Два. Это я сейчас краю. Это выкройка. Вот. Идеальная, я бы сказала, выкройка. Выкройка, да. Вот. Это мы теперь подбираем сюда. Вот. И сюда соединяем, что этот кусочек нам как раз будет не хватать в этом месте. Вот, да? Соединили. Вот. И вот что мы имеем. Мы имеем. А, да, еще вот тут челочку сейчас. Ну вот, как сказать, теоретически можно так оставить, но мне жалко клиента, будет постоянно на глаза вот именно часть вот это будет падать. Поэтому мы сейчас вот так вот и сделаем. Вот так, и вот так. Вот, чтобы уже точно здесь у нас ничего не мешалось ему. То есть он у нас, конечно, открыт для экспериментов, но не так, чтобы ему потом это все мешало. Вот. Что мы имеем с самого начала. Зона 1 есть, вот она внизу есть. Зона 2 есть макушка, которая переходит плавно в височно-боковую зону, в одну и во вторую. И уже, естественно, нарисовалась зона челки. Вот она у нас. Вот оно идет как Удлинение. Вот здесь будет, да, здесь будет удлинение. Что нам теперь надо сделать? Теоретически мы все эти пунктики теперь должны соединить. Вот эту длину вот с этой длиной соединяем. У нас есть, смотрите, 2 линии, да? Вот она. Раз.
и 2. У нас пальцы же не такие длинные, как вот это отрезок. У нас захват идет именно вот в этом районе, да, вот он, вот, раз и 2. Это примерно 4,5-5 сантиметров. Чтобы нам вот здесь соединять вот эти две точки, что нам надо сделать? Нам надо сделать еще посередине один ряд. Из этого ряда мы сможем захватывать верхнюю и из этого ряда нижнюю. И отсюда то же самое мы сможем захватывать. То есть по логике вещей, вот так если вычесать, я не смогу увидеть ни верх, ни низ. Правильно? Поэтому мы делаем вот здесь еще один ряд. Отчесываем волосы и убираем все, что из-под пальцев. Здесь у нас есть. У меня рука прям лежит, упирается клиенту на голову. И вот это убираю. Вот. Безжалостно. А потому что здесь коротко должно быть. Смотрите, какая длина. Вот если разобраться, это как бы страшно с первого взгляда. А на самом деле вот эта длина всего сколько? 3 сантиметра. Вот она, да? Вот она. Теоретически вот в этом месте тоже будет 3 сантиметра длина волос. Понятно? Поэтому страшного здесь ничего нет. Вы просто себе создаете прямой ряд, на который вы будете сейчас ориентироваться. Вот таким образом. Все, что из-под низа у нас есть, вот выходит, нам все равно. Мы все равно это должны будем сейчас. И вообще, смотрите, видите, вот эта длина и вот она длина. Они здесь вообще не совпадают около уха. Даже можно вот так сделать. Сразу, да, выровнять? Да, это убрать. Вот. Вот эти места надо будет вот так убрать. Здесь. Поэтому я даже много здесь оставляю на самом деле. Даже надо убрать больше. Иначе мы там не войдем. Подчесываем. И убираем все, что из-под пальцев у нас. Все, что из-под пальцев. Я не снимаю себя, голову свою. Все, что из-под пальцев. И вот здесь то же самое. То есть вот здесь мы должны соединить. Видите, вот эту часть, вот этот треугольник с ранее простриженный здесь и сюда. Вот. Вот этот уже угол у нас хороший. Идем теперь опять сюда. Вот вы сидите ровненько, вот здесь вот так. Вот, хорошо же виден ряд вот этот там на камере, хорошо? Хорошо. Так, идем дальше. Сюда. И стрижем все, что из-под пальцев, выравниваем вот этот ряд. По уровню вот той. Методом прядь за прядью, опираясь на плоскость головы. То есть вот у нас руки вот здесь так лежат, оттягиваем. То есть мы по кругу ходим, да, вот туда, в одну, в правую, левую сторону. Вот. И вот здесь у нас получается уже соединяется наш треугольник. Вот, видно его? Да, видно. Вот. И я вот это должна постричь. Вот. Теперь у нас получается все понятно. У нас есть ряды, которые нам надо соединить. В принципе, и все. И вся стрижка. Держим расческу. Так, вертикально мне надо будет стричь. Видно? Да. Вот. Вставляю сюда пальцы. И вижу короткое. И все, что между ними, все убираем. Дальше. Смотрите, вот она, вот эта короткая, вот она. Видно ее из окантовки? Я ей предложила свое условие, и она сказала.
И вот так вот, не меняя положение пальцев, мы стрижем всю нижнюю затылочную зону. Значит, есть тут например, пенсию должны привести. Надо воротить ей. На темных перчатках сливается темный волос. Ну, что, сейчас светлые придем. Вот, видно уже по линии видно. среза. Мгм. Идем. Я держала всего минут 5. Минут 20. Как мы тоже ходила, всегда нервничала. Вот, смотрите. Не минут 5, меня держку чуть-чуть. Мгм. У меня быстро Видно смотрят. же эти Есть вот, волосы. которые сидят. По сути, не обязательно даже на эти волосы внимание обращать. Ваша рука вот здесь, это ваша мерила. То есть вы ее, главное, не опускайте, не поднимайте, и вы всегда будете стричь ровно. Погода тоже. И Ну, вот короче, здесь, я пока маме делала, пока и сама. вот здесь вот простригли. Все, вот эта часть у нас нижняя прострижена. Сейчас мы ее оформим. На 90 минут. Видите, какая красота уже тут. Да. А теперь нам надо соединить вот этот ряд вот с этим рядом. То же самое. Становимся. Видно вертикально. Видно, да. И вычесываем. Видим треугольник. Да, прям отлично видно. Вот оно. И убираем все, что из... Вот она и вот она часть. Раз. И соединяем вот эту и вот эту. Видно там, что Да, я видно. чувствую вертикально? Немножечко вот сюда поворачиваем. Видно, да? Вот оно у нас сейчас более частой расческой. Видно? Да. Видно. Так, что мы сейчас здесь наблюдаем? Мы здесь наблюдаем великолепную шапочку. И сюда продвигаемся. То есть видно, где мы стригли. Вот она зона, где мы стригли. Вот она, как она лежит. А вот это и вот это соединяем. Машинку включать, то и так все жужжит, это такая голова, когда не является. И перестираю, перелажу. И движемся сюда. Движемся. Через это прошло. Дети были, все, никто не помогал. А сейчас я Нет, мне мама как заболела вот с волосами. Так, Я ей вот сказала, я не в здесь. состоянии уже. И мы Раз. под рукой, и это я вся на нервах как-то. И они уехали вообще на самом Все. Да. Мама большой, огромный дом. И вот у нас получилась уже на затылочной зоне шапочка. Чуть-чуть опускаем. Так, теперь мы можем себя здесь проверить. Каким образом? Вычесываем горизонтально и убираем погрешности. Вот эти маленькие погрешности. Бабушка умерла. Мы же стригли вертикально Мгм. или диагонально, да? А погрешности убираются противоположным срезом. Значит, это у нас Нечего менять. Горизонтально. горизонтально. Продвигаемся выше. Маленькие погрешности. И если работает, то не оформлено. Я ему сказала, прежде чем сюда Так, теперь важный момент. Вот эта зона, вот эта, у нас контрольная. Раз. И вот эта часть тоже контрольная. Два. вроде он выпрямился, вот это
И что самое важное, что у нас здесь асимметрия. Если у нас здесь асимметрия, Туда опять выяснять, что тут это. то что мы должны сделать? Нет, я начальник отдела персонала. Ну, что мы должны сделать, если у нас асимметрия? Это ж очень просто. На челке, в смысле? Челку имеете в виду? Ну вот асимметрия, нет, помните, я вам говорила, при асимметрии что мы делаем? Вычесываем в другую сторону. В другую, в какую? Ну, у нас удлинение куда идет? Сюда? Да, нет, я здесь должна сделать себе контрольный ряд. Вот здесь. Сюда все. Вот смотрите, при асимметрии, вот она у нас асимметрия, и мы должны 100% с клиентом уточнить, какая у нас, какой пробор. Пробор, да? Пробор мы уже с клиентом уточнили, правильно? Если в женской классической у нас контрольный ряд идет где? По центру, то в асимметрии где контрольный ряд? Маленький. По пробору. То есть если бы мы стригли здесь ровно, вот так, у нас бы контрольный ряд шел бы ровно по центру, вот здесь. Для чего нам нужен этот контрольный ряд? Мы берем вот эту макушку, соединяем вот с этой челкой. Ну, как мы в классической этой стрижем, правильно? Да. То есть мы делаем себе уже контрольный ряд, на который мы будем ориентироваться. А в асимметрии мы контрольный ряд смещаем в зону короткой. Для чего? Для того, чтобы длинные волосы направить на короткие, Чтобы было удлинение. чтобы было удлинение. Поэтому я вычесываю вот здесь себе ряд по пробору, это асимметрия. Любитель тоже. Ну, как бы собирается и до другого. Вот, смотрите, что мы делаем. Вычесываю и смотрю. Мама всегда на кормит. Поворачиваемся боком. На что я смотрю? На волосы вот эти, которые вот. Да. Я их вычесала, потому что они у меня находятся именно здесь, правильно? Видно вот эти Да, короткие? видно. И стрижем на уровне вот этой короткой. Раз, два и три. Что я сейчас? Клиент спит, значит доверяет. Да? Конечно, да, абсолютно причем. Так. Вот у меня сейчас контрольный ряд для всей вот этой зоны. То есть если в классике мы стрижем зону вот так, правильно? То в асимметрии мы сдвигаем вот эту зону сюда. И все волосы сейчас буду вычесывать сюда на уровень вот этого ряда. Видите? Да. И вот так вот убираю. Как это убрать? Что именно? Смотрите, что Это там. окошки всплывающие. Мгм. Все, я поняла, мы сначала на одной стороне делаем контрольный ряд, контрольную прядку, и потом будем равняться. Именно на этот ряд. Да. Вот таким образом мы ее стрижем здесь. Дети поуезжали, все поуезжали, думаю, выбирайте побольше. И вычесываем, 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 вычесываем. Здравствуйте. Чуть-чуть. Видно вообще, что я делаю? Срезы видны? Да. Вот, на уровне вот этого среза. Так, смотрите, что дальше. Готовая прядь? Да. Готовый ряд? Да. Теперь я их соединяю между собой. Так, вычесываю. Здесь мы уже подстригли с клиентом. Вот эту часть мы убираем. И начинаем вот здесь вот небольшие отрезки. Вот, вычесываю вот так, тонкой расческой, если вываливаются волосы. Смотрите, что я вижу здесь.
короткая, короткая. Видно? И я их должна соединить. Раз, два. Вот сейчас будет хорошо видно. Видите, так? Да. Вот это убираю. Опять отчесываю. Вот височную зону надо стричь аккуратно, потому что тут уже шаги такие большие не подойдут, потому что мы стрижем здесь чисто вертикально, и волос тут мало. Ну, у клиента у нашего там много волос, а вообще по сравнению со всей остальной массой волос мало. Да? Вот. Видим? Да, видно. Прокачиваемся. Стоп. Угу. Опять мои привезли, и мне давай. Это и сестра моя двоюродная. Здесь уже меньше треугольников. Сейчас они уже здесь сойдутся. Ну, это уже много лет. Это ни о чем не говорит. Мама моя тоже любила очень голову. А я нет. Ну что, они там чуть ли не в драку у меня вот родственники. Я уже начинаю осознавать точки А зять очень соединения. хорошо. Раньше немного бездумно стрижу. А вы на предыдущий, который меня ориентировали? Конечно, конечно, я его вижу. Вы знаете, этот раз вот мне Я его мне вижу. понравилось. Я икру взял с крабовыми палочками. И фазана вот этого. Надо И будет вот просто обязательно это все обрабатывать. Видео, понятно? вкусно, видимо. А то мы сейчас тут все и кухню, и Политические вопросы. политические дебаты. Не хлеще, чем у не меньше, чем у Соловьева вашего этого. Так, смотрите, что у меня здесь получается. Здесь я просто убираю погрешность. Я уже сюда пришла, да? И убираю под верхний ряд. Так, теперь. То есть вот эту часть я соединила, а теперь я должна в этой части найти погрешности. То есть я беру уже большие участки, вычесываю и ищу погрешности, которые тут могут быть. Вот эти вот маленькие участки, но это уже фанатизм. По сути, здесь их и нет. Видите, что все идеально ровно. Еще 10 минут. Еще 10 минут. Так. Все, здесь мы сделали. Вот эту зону мы сделали. С этой зоной мы соединили. Так, дальше. Теперь самая интересная зона — это вот эта. Но она стрижется совершенно так же. Чуть-чуть еще крутитесь. С вами тут засыпались волосами. Видно с челкой, правда, что смотрится очень даже молодая вот стрижка, прическа. Пикси не может не молодить. Да, да. Прям вообще. Так, ну вот, Вообще, да. уже по Длинная, факту да. мы имеем практически готовый результат. Что мы делаем? Можно спереди начинать, можно сзади, неважно. Сейчас, секундочку. Так. Берем, подчесываем. Смотрите, что я делаю. Так не видно. Вот к этому срезу и вот эти волосы убираю на уровне этого среза, боковые. Подождите, не видно. Видно? Подчесываю вот к этому нашему контрольному ряду. То есть я могла бы и сразу это сделать, были бы у меня вот такие руки. Я бы сразу это сделала. По факту у нас вот здесь в пиксе по пробору должна идти вот такая линия среза. Видно? Да. И вот мы ее должны такую же и делать.
Сейчас я создаю себе линию среза для вот этой большой зоны. То есть я ее продлеваю немножко. Видно? Да. Видно? Вот, продлила фактически. Можно немножко вашу голову? Так, ага. Смотрите, где я поработала сейчас. Как эта зона называется? Как эта зона называется? Теменная. Теменная зона. То есть вот, смотрите, если вычесать волосы из теменной зоны, что я увижу? Удлинение. Видите все вот эти волосы? Как они идут? Они удлиняются у нас, правильно? Да. Удлиняются. И удлиняются. Вот. Но я не могу просто так их здесь удлинять. То есть, если алгоритм стрижки с самого начала посмотреть, то мы видим, что все зоны закономерны друг с другом, правильно? Все, вот теменную зону я простригла под этот угол. Теперь делю ее на две части, немножко поднимаю голову. То есть вот эта часть нам уже не нужна. Все, у нас есть кусочек вот в этой части, видим? Вот он. Мы вот эту зону теперь должны соединить с окантовкой вот здесь. Так, смотрите, поворачиваемся. А теперь что мы здесь ищем? Мы здесь ищем вот эту часть. Видите, линию среза нашли? Вот она. Да, вот это которая... Вот она, именно линия среза, не точка, а именно линия среза. Вот она идет, видно? И вот эту вот отчесываем и видим, что между ними. Две линии среза, одна сюда, другая сюда. Видно? И я убираю треугольник вот здесь. И вот так и иду. Вот таким образом. Вот. Видно? Сделали. Видно? Сделали. И видите, куда я увожу? Я работаю на макушке. Стараюсь максимально туда отвести, чтобы удлинился вот этот участок. Если я туда не отведу, то мы, в принципе, его и сострижем. Вот, все, он выпадает, и он уже здесь даже не участвует. Сделали? То есть теперь что мы сделали? Мы вот сделали вот эту часть, мы вообще убираем, она уже у нас готова. И половинку от нее отчесываем. Для чего? Для того, чтобы вот эту часть простричь. Да. Так-то, опять же, пальцев у меня вот таких нет, я не могу вот так сразу это все сделать. То есть я себе делаю участок, от него отчесываю, и после этого я уже соединяю низ. Раз. Не видно, да? Давайте я буду между ногами вашими. Сейчас сяду вам на коленки. Чуть-чуть опустите вот так вот. Вот, отделяю. Искусство требует шерсти. Да. Я согласна. Так, видите, что у меня здесь есть? Треугольник. Убираю его макушку. Видно? Да. Причем вот что важно, я не стригу уже простриженные пряди. Я, видите, отодвигаю руку, вот эти даже выпадают у меня, те прячутся. И из зоны безопасности я вот так вот убираю именно макушку, макушку треугольника. Видно там хорошо на видео? И тоже стараюсь делать это, отодвигая в эту сторону. Вот.
Все. Могу просто себя проверить, вычесать вот здесь. Что у нас тут? Тут должно быть такое легкое закругление. Если есть треугольники, убираем их. Вот и все. Если все это расчесать. Так, единственное, что можно теперь понтинг сделать по макушке, чтобы и поднять саму макушку. Раз, два и три. Вот. Именно в центральной зоне. Да, женщине повезло. Сам мастер сделал всю Да, прическу. да, да. Да вам крупно повезло. Еще и в кино покажу. Идеальная. Будет. Потому что девочки Когда-нибудь мне звонили, я говорю, девочки, ну это уже моя судьба. Уже 3-й раз записываюсь. Я вот это приподниму чуть-чуть, она у вас тоже. И вот здесь можно. Хотите филировочными ножницами, хоть какими. Смысл все равно у них будет один и тот же. Оттягивающими, как вы показывали, да? Вот такими обычными срезами по концам. Вот раз. То есть потом мы просим клиента вот так вот головой пошевелить. Пошевелите клиента головой. Вот. Что мы сейчас будем видеть? Что у клиента будет вот здесь удлинение, а вот эти волосы ему будут мешать. Они будут все время падать ему вот сюда на лицо. И чтобы этого избежать, берем прям вот так вот и убираем. Нет. Все отлично. Такие стрижки в стиле пикси, как правило, не требуют серьезной укладки. Но сушить эту стрижку желательно против роста волос для того, чтобы на макушке приподнять объем. То есть в пикси обязательное условие приподнятая макушка. И мы должны помочь это сделать нашим волосам. Мы просто все волосы сушим против роста волос. Идеально, она хорошая. Я сейчас открою. Подождите, я сейчас хочется рассмотреть. Модный приговор отдыхает. Ну, если бы было бы у вас время, можно было бы сделать вам макияж. Я сегодня попала прямо в царство красоты. Это уникально, просто замечательно. Настолько мне очень понравилось здесь быть. Спасибо вам большое, огромное всем. Эта стрижка, которую я сделала, является практически самым коротким вариантом пикси. Пикси можно делать и длиннее, но наш клиент захотел максимально коротко. Но у данного клиента волосы достаточно жесткие и стекловидные, поэтому мы решили все-таки сделать такую критическую длину для такого типа волос. С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео.